Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня мы с вами будем готовить очень нежное рассыпчатое печенье, которое так и называется – нежность. Оно готовится очень просто и быстро, но при этом получается очень вкусным и буквально тающим во рту. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, в миску выкладываем 125 граммов размягченного сливочного масла. Обращаю внимание, масло должно быть именно мягким, комнатной температуры, но не растопленным. Это важно для правильной текстуры печенья. К маслу добавляем 60 граммов сахарной пудры. Теперь разбиваем в миску одно яйцо, у меня категории S1. И вливаем 40 граммов растительного масла без запаха. С помощью миксера или самой обычной лопатки или вилки тщательно перемешиваем все до однородного состояния. Масса должна стать гладкой, кремовой и почти без комочков. Когда масляная смесь стала более или менее однородной, всыпаем в нее пакетик ванильного сахара. Это примерно 8-10 граммов. А затем через сито добавляем в миску 90 граммов крахмала, 175 граммов муки и 3-4 грамма разрыхлителя. Это примерно 1 чайная ложка без горки. Теперь быстро замешиваем тесто. Можно все той же лопаткой или вилкой, а можно и миксером. Главное, долго его не вымешивать. Как только все сухие ингредиенты вмешались и масса стала однородной, останавливаемся. По консистенции тесто должно напоминать плотный устойчивый крем. То есть оно должно быть очень мягким, но при этом хорошо держать форму. Для удобства перекладываем тесто в кондитерский мешок. Так будет удобнее формировать печенюшки. Но если мешка нет, ничего страшного. Можно просто выкладывать тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Формируем заготовки печенья, оставляя между ними небольшое расстояние, так как при выпекании печенье слегка расплывается. Я просто выдавливаю тесто небольшими порциями и пальцами придаю им аккуратную форму. Если есть красивые насадки подходящего размера, можно отсаживать печенье через них, и тогда оно получится не только вкусным, но и красивым. Если насадок нет, то, используя подручные средства, на заготовках печенья можно выдавить простенький узор. Например, для этого можно использовать обычный молоток для отбивания мяса или любой другой рельефный предмет. Но наносить узор нужно очень аккуратно, без сильного нажима. Отправляем печенье в заранее разогретую духовку, где оно будет выпекаться 15-20 минут при температуре 160 градусов. Печенье должно лишь слегка подрумяниться, поэтому держим его только до легкой золотистости, не больше. Готовое печенье достаем из духовки и оставляем его до полного остывания. В принципе, его уже можно есть, но мы будем делать его еще вкуснее, поэтому нужно набраться терпения. Когда печенье остыло, приступаем к сборке. Разбираем печенье по размерам, подбирая пары примерно одинаковых половинок. Так готовое печенье будет выглядеть аккуратнее. На одну половинку выкладываем немного конфитюра, у меня сегодня вишневый, и накрываем сверху второй половинкой, а затем слегка прижимаем и стараемся сильно не давить, поскольку печенье очень хрупкое. Если конфитюра нет, то в качестве начинки можно использовать шоколадную пасту или растопленный шоколад. Этим же шоколадом по желанию можно и украсить готовое печенье, нанося его тонкими полосками или каплями сверху. В итоге у нас получается очень нежное, рассыпчатое, буквально тающее во рту печенье с мягкой текстурой и яркой начинкой внутри. Такое печенье отлично подойдет к чаю или кофе. А еще оно прекрасно хранится несколько дней, поэтому можете смело делать сразу двойную, а то и тройную порцию. Отмечу, что само по себе печенье получается умеренно сладким, поэтому если вы любитель сладкого, рекомендую использовать очень сладкую начинку. Но лично мне здесь больше нравится вариант с кисло-сладким конфитюром, который делает банальное на первый взгляд печенье невероятно вкусным и необычным. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!